Я всегда стараюсь начать обзор с чего-нибудь веселенького, но в той теме, о которой сейчас пойдет речь, как-то не до шуток. Квартирные кражи. Как-то в ролике о сигнализации «Страж» мы в шуточной форме обыграли кражу гуся. И если тогда подобный девайс в доме казался скорее прихотью или модной штукой, то сейчас, когда количество квартирных краж в некоторых районах Киева выросло до 40 раз, когда у меня появились знакомые, которых ограбили, я понимаю, что сигнализация в доме – это обязательный девайс, сразу после утюга и электрочайника. Хотя без нее вы можете лишиться и того, и этого. На фоне этой печальной статистики я задумалась, как обезопасить лично свою квартиру, в которую я хоть и недавно переехала, но, как водится, не продумала никаких коммуникаций для установки сигнализации. И тут выяснилось, что ребята, которые уже давали нам сигнализацию на обзор, нехило так прокачались, провели ребрендинг и выпустили новый комплект системы безопасности Ajax и предлагают его на обзор. Я отреагировала быстрее любой охранной фирмы быстрого реагирования. И вот новый комплект от украинского производителя уже у меня. Если со «Стражем» вообще не возникало никаких вопросов в плане того, где же оно произведено, то с Ajax первая мысль лишь одна. Thanks, на какой-то они зарубежный бренд налепили свой логотип, пойду погуглю. Но можете этого не делать, я уже все сделала за вас. И таки да, это полностью отечественная украинская разработка. Базовая комплектация включает в себя централь, датчик движения, датчик размыкания на дверь и брелок Space Control. Кстати, клевое название с двумя значениями. И выполнено все это на высочайшем уровне, как с точки зрения материалов, так и дизайна. Понятно, что датчик движения желательно должен выглядеть опрятно, но производитель заморочился даже дизайном централи, которую обычно прячут. А эту прятать не хочется, ее хочется поставить рядом с тайм-капсулой, например, от Apple, и еще непонятно, что окажется симпатичнее. Доступны варианты в белом и в черном цвете, если у вас дома шик-модерн. Господи, как же приятно, что в нашей стране могут производить что-то столь клевое, аж слезы на очах. Нет никаких дополнительных шнуров. Аккумулятор уже встроен в базовую станцию и обеспечит до 10 часов работы в случае с перебоем питания. Соответственно, и разместить централь вы сможете практически где угодно. Я бы, конечно, на всякий случай припрятала куда-нибудь в шкаф, например. Хоть и жалко, конечно, такую красоту. Если решите сделать так же, как и я, то учтите, что система в качестве резервного канала связи использует GSM-связь, так что уровень сигнала в месте размещения должен быть стабильным. Стартовый пакет LifeCell уже идет в комплекте поставки с настроенным тарифным планом стоимостью 30 гривен в месяц. Но вы, понятное дело, можете установить туда совершенно любую симку, если, скажем, Life в вашем районе плохо ловит. Процесс настройки простейший и похож в лучшем случае на настройку роутера, а вообще на регистрацию в соцсети. Вставляем Ethernet кабель в централь и жмем кнопку включения. Настройку можно продолжить как на смартфоне с операционными системами iOS или Android, так и через веб-интерфейс на абсолютно любом компьютере. Есть варианты ручной настройки или Wizard с подсказками. Для обычного пользователя, понятное дело, предпочтительнее второй вариант. Задаем имя администратора устройства, указываем почту и номер телефона, на который будут приходить уведомления, и жмем кнопку «Регистрация». Придут два кода, один на почту, второй на смартфон, и подтвердить требуется оба. Такая вот похвальная забота о безопасности. Единственная недоработка, как по мне, что для того, чтобы попасть в свой аккаунт, достаточно лишь знать пароль, а вот двухфакторная авторизация пока недоступна. Но, думаю, доделают в ближайшее время. Дальше даем имя хабу и указываем серийный номер, который, кстати, куда удобнее ввести, отсканировав QR-код при помощи камеры смартфона. Потренируйтесь, оно вам впоследствии ой как пригодится. Далее добавляем в систему помещения, причем я бы добавила сразу парочку, даже если оно у вас одно. Почему так? А все потому, что пока нельзя управлять каждым датчиком, а лишь оперировать комнатами. Так что если, например, вы захотите потушить все датчики движения и оставить, например, датчик открытия двери, вам нужно будет их все сгрузить в одну виртуальную комнату и полностью ее затушить. Немного заморочено, но поверьте, это куда проще, чем с обычной сигналкой, где все происходит через цифровые коды, которые нужно запомнить и всегда знать. Далее потребуется добавить различные датчики. Сам процесс
элементарен и состоит из считывания кода при помощи камеры смартфона. Докупите какой-либо датчик впоследствии, считали код и готово, все работает. Ну и последнее – это добавление в систему ваших родных и близких. Для этого требуется указать их электронные адреса, на которые они получат приглашение. И впоследствии, установив приложение и пройдя процесс регистрации, смогут также получить доступ к системе. Вот и все, разберется даже ваш дедушка. Теперь же перейдем к датчикам, которые входят в комплект. Первое, что нужно знать, абсолютно все они беспроводные и передают данные по зашифрованному протоколу. И по заверениям производителей взломать его практически невозможно. Мой друг, гениальный хакер, приболел, проверить не получилось, придется поверить на слово. По дальности действия до пары километров на открытой местности или пару этажей какого-нибудь офисного помещения. Итак, самый крупный и красивый – это датчик движения, который регистрирует человека с первого шага, сделанного в помещении. Благодаря креплению, входящему в комплект, установить его можно буквально как и куда угодно. Внешнего питания он не требует и работает от батарейки CR123A до 7 лет. Датчик не реагирует на домашних животных весом до 20 кг и ростом до 50 см. Прости, кот Антон, тебе все же придется держать себя в руках и не жрать все подряд. И да, я надеюсь, вас не решит ограбить банда цирковых карликов. После установки в приложение сразу приходит уведомление о закрытии корпуса, и можно глянуть на информацию, которую он передает, а передает он ее немало. Во-первых, в него встроен термометр. Во-вторых, можно увидеть уровень сигнала, повысить, понизить чувствительность, если, например, ваш питомец таки весит около 20 кг, или способен подобраться к датчику вплотную. Тут же можно увидеть заряд батареи, протестировать зону покрытия и так далее. Пункт «Всегда активен» имеет мало смысла, разве что вы любите наблюдать, как загораются лампочки в датчиках, когда вы идете ночью за водой. Хотя, если у вас есть сейф или дорогая картина, можно повесить напротив него всегда активный датчик. И когда ваша благоверная полезет за заначкой, получить алерт. Следующий – это датчик размыкания. Такой же беспроводной и симпатичный, тоже с термометром, оснащен двумя магнитами, побольше и поменьше, для дверей разной толщины. Сам датчик рекомендуется ставить на неподвижной части, а магнит присоединить к двери. Тут все просто. Открыли дверь на расстоянии 2 см, датчик сработал. И самое время доставать из кармана последнюю часть комплекта – Ajax Space Control – брелок для управления охранной системой. Тут все элементарно. 4 кнопки. Постановка на охрану, снятие с охраны, постановка на частичную охрану и тревожная кнопка для вызова наряда сотрудников охранного агентства. Работает в радиусе до километра, и его сигнал, как и все остальные радиосигналы в системе, не поддается дистанционному считыванию и копированию. Централь поддерживает до 100 подсоединенных устройств. Вы спросите, зачем так много? Во-первых, даже для базовой защиты дома потребуется докупить еще парочку датчиков движения, открывания для установки на окна и тревожную сирену. Сейчас доступна уличная на 115 дБ, но будет и домашняя на 85. Она также беспроводная, может работать как от внешнего питания 12 вольт, так и от встроенной батареи. Орет громче, чем мои соседи, а это, поверьте, достаточно, так как даже из-за них милицию вызывают. Есть датчики задымления и датчики затопления. Для жителей многоквартирных домов, считаю, обязательная опция. Я, правда, так до конца и не поняла, можно ли связать их с электроклапанами, которые автоматически перекрывают воду. Говорят, что можно будет в будущем, но пока нельзя. А еще разработчики планируют реализовать на базе своей системы умный дом. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, есть реле-подрозетник, которую вы сможете удаленно включать, выключать через приложение. В дальнейшем будут добавлены системы видеонаблюдения и так далее. Надеюсь, идею не забросят и доведут до конца, так как цена на дополнительные модули тут в разы меньше, чем у зарубежных аналогов, а приложение для управления вполне удобное, главное красивое. Собственно, приложение позволяет настроить типы уведомлений push или SMS для каждого из пользователей, изменить сетевые настройки, если это требуется, проверить баланс сим-карты или изменить настройки в связи со сменой мобильного оператора. Тут же можно проверить и протестировать все датчики, активировать охрану в определенных комнатах, в которые я вам советовала внести разные группы датчиков и так далее. Есть тут и полная виртуальная копия брелка постановки на охрану, но самое интересное – это функция геолокации, которая при удалении от дома может напомнить вам о том, что вы не поставили квартиру на охрану и стоило бы это сделать. Единственное, что наличие других носителей ключа смартфона в квартире не учитывается.
И если быстро не среагировать, то можно близко познакомиться с сотрудниками охранной фирмы. Кстати, о них. На данный момент сигнализации Ajax принимают на пульт лишь некоторые частные компании, но уже с 2017-го можно будет сдавать их на пульт государственной охраны, что, несомненно, преимущество. Отзыв про работу системы у меня лишь один. Она просто работает. При потере связи по одному из каналов приходит уведомление. Если же связь потерялась по обоим каналам без видимых причин, то, во-первых, сработает сирена, ну а дальше уже ваше дело, то ли жать тревожную кнопку на смартфоне, звонить соседям или мчаться домой. Впрочем, охранные компании получат уведомление просто в случае отсутствия сигнала по двум каналам связи и поедут на вызов. Сигнализация Ajax меня буквально поразила. Я не ожидала увидеть столь лаконичное и завершенное решение. Ну уж простите, есть у меня предубеждение перед отечественными брендами сложной техники. И тем большим было мое удивление, что все работает как заявлено. И абсолютно куда ни ткни, хоть в датчик, хоть в приложение, все красиво и удобно. Я не люблю захваливать, но это великолепное решение, которому я бы смело доверила охрану своего дома. Да, конечно, если вашей квартирой захотят заняться 11 друзей Оушена с кучей техники, бесконечным запасом времени, они ее ограбят и при наличии сигнализации. Любой сигнализации. Но, надеюсь, вас это не коснется. А то, что курсор вашей мышки коснется кнопки лайка и подписки, я очень надеюсь.